Добрый день, друзья! Рад вас снова приветствовать у себя на канале. На дворе стоит лето, сезон отпусков и поездок. Иногда в поездках важно, чтобы личные вещи занимали как можно меньше места. У меня практически всегда с собой находятся две вот этих вещи. Это мой кошелек и портмоне, который я сшил в предыдущем видео, в котором находятся документы. Здесь у меня находятся карточки и какая-то большая, скажем так, сумма денег. Ну, относительно большая, то есть это деньги основные находится в кошельке. А в портмоне для документов находятся все мои необходимые документы и какая-то меньшая сумма денег мелкими купюрами. Я начал искать в интернете шаблон кошелька, который я мог бы брать с собой в небольшие поездки, когда из одежды на тебе шорты, футболка и не хочется брать с собой сумочку. Но в то же время этот кошелек должен вместить в себя все необходимое. ID-карту, страховку, пару платежных карт, права, документы на машину и немного наличности. Еще очень уж давно мне хотелось иметь кошелек вот с таким вот зажимом для бумажных денег. Не знаю почему, без объяснения причин, но мне просто нравится такой способ, когда какой-то такой зажим для денег. И как это часто бывает со мной, шаблонов я нашел много, но удовлетворяющего меня на 100% так и не встретил. На самом деле я хотел совместить немного несовместимые вещи. Зажим для банкнот и техпаспорт на машину. Ширина обычных банкнот порядка 70 мм, чуть меньше, чуть больше, в зависимости от страны, в зависимости от величины номинала банкноты. Ширина техпаспорта 82 мм. Поэтому, как обычно, мне пришлось изобретать велосипед. И под свои технические требования я сделал вот такой вот шаблон за несколько дней, сидя за компьютером. Думаю, что этот шаблон удовлетворит практически все мои требования, которые я озвучил ранее, для такого кошелька зажима. Да, понимаю, что размеры его уж сильно превышают размеры обычных зажимов, которые используются просто как зажим для денег. Зажим — это несколько купюр и максимум пару банковских карточек. А я тут прямо-таки хочу все туда вместить. Получается большой какой-то travel кошелек. Ну да, мне вот так вот захотелось. Но я это все сделал намеренно. Вот этот шаблон мне позволит облегчить мне работу в дальнейшем. Потому что вот этот прототип я создал таким образом, что в него навернул как можно больше всего. И по размерам, минимальные достаточные размеры, и по элементам. То сюда даже впихнул монетничку, которая будет на внешней стороне кошелька. Минимум раз, два, три, четыре карты. Здесь кармашек для техпаспорта, здесь еще для чего-то, может быть, для какой-то карточки. И в то же время это будет зажим. То есть здесь вот будет вот такой клипса. Все эти размеры я высчитывал сам. В этом случае я решил делать способом, когда я размечу полностью все отверстия и буду пробивать отверстия уже на этапе раскроя кожи. Мне показалось, что так это будет, наверное, удобнее в данном случае. Но мне пришлось постараться, чтобы все это совпадало, чтобы все эти элементы попали дырочка в дырочку. И надеюсь, что в дальнейшем из этого чертежа я смогу потом просто делать чертежи меньших размеров, с меньшим количеством элемента, под любые другие какие-то требования. Практически уверен, что изделие требует каких-то доработок и изменений, но пока не сделаешь его, точно не угадаешь каких. Например, догадываюсь, что если сюда положить деньги, все карточки и закрыть этот кошелек, он будет открываться и потребует либо хлястик какой-то, либо, может быть, какую-то кнопку сюда придумать. Но это будет в дальнейшем. Этот вопрос решаем. Я пока не столкнулся с этим, я его пока решать не буду. А вот давайте вместе с вами посмотрим, что у меня получится в итоге и будет ли этот проект жизнеспособным. Или я просто так испорчу прекрасную итальянскую кожу растительного удобрения Puebla, которую собираюсь использовать для этого изделия. Приятного вам просмотра. Мне уже самому интересно, что у меня получится в конце этого видео.
Ну вот, после того, как все детали изделия вырезаны, нужно понять, в каком порядке это все будет собираться и какие еще дополнительные действия с этими частями изделия необходимо произвести. Значит, я сделал таким образом, что вот этот кармашек, который будет сшиваться как бы отдельно, а потом пришиваться к основной обложке, он немножко сделан больше по размерам, для того, чтобы когда я его уже пришью, вот этот вот обрезать его четко, ровно с гранью обложки, и получился красивый шов. Такой часто встречающийся элемент производства, который упрощает потом в дальнейшем сделать урез более красивым. Помогает это сделать. Значит, нужно понять, что мы будем обрабатывать, какие урезы сейчас, вот прямо на этих кусочках изделия, какой урез будем обрабатывать потом, после сборки изделия. И какие части изделия нужно подвергнуть шерфованию, сделать меньше их толщину этих частей. Значит, выглядит изделие примерно будет вот так. Кармашек до карточки, второй кармашек до карточки, и вот здесь вот будет еще один кармашек. Что из этого можно понять? Что вот эти две грани, эту грань и эту грань, можно и нужно обрабатывать еще до того, как они пришьются. И вот этот кармашек, можно вот эту часть, и нужно ее сделать тоньше, сшерфовать. Потом, что еще можно сделать? Есть такие вот инструменты типа канавка резы. Значит, я думаю, что если я сделаю здесь канавку, и вот здесь канавку напротив нитки, это поможет тому, чтобы эта нитка не выпирала через следующий слой кожи. Поэтому я сделаю канавку здесь, сделаю канавку здесь. И нитка ляжет как раз в эту канавку. Потом этот кусочек изделия, это здесь будет, это держатель для клипсы. Он, в принципе, так сделан туго довольно. Здесь необходимо будет просто сначала склеить его, а потом его вшить вот в это место, где тоже пробито отверстие. Поэтому здесь с этим кусочком изделия, элементом я ничего делать не буду. А что касается кармашка, кармашек в принципе можно и весь сделать потоньше, но я, наверное, эту часть делать тоньше не буду. Клапан кармашка тоже не буду делать пока тоньше, но, наверное, я вот здесь вот сделаю опять канавкорезом или французским резаком немножко потоньше, для того, чтобы он изгибался, потому что кармашек будет выглядеть вот так вот. И он будет закрываться вот в эту сторону, чтобы он более как бы, ну, проще в этом месте изгибался. Мне кажется, будет неплохо, если я сделаю либо канавку вот здесь за ниткой, либо прямо вот на толщину эти 8 миллиметров срежу вот так вот толщину этого кармашка, и будет он более легко изгибаться. Ну и, естественно, боковины этой монетницы, этого кармашка, их тоже нужно сделать потоньше, чтобы они более плотно как бы прилегали вовнутрь, когда складывались. То есть это изделие будет вот так вот прошито, пришито к основе, и оно будет более так вот тоньше, скажем так, вот в этом месте, чтобы это было потоньше. Я думаю, эти боковинки тоже нужно будет при помощи французского ножа шерфовать. Ну вот, в принципе, и все. Дальше просто буду этим всем заниматься, и можно уже будет смотреть, как это будет получаться.
Ну вот, все элементы зажима кошелька я обработал урезы в тех местах, где это было необходимо. И за кадром осталась обработка внутренней стороны бахтормы в тех местах, опять же, где это было необходимо. То есть я все места, где будут заходить карточки, какие-то документы и будут соприкасаться с документами для того, чтобы они легко туда попадали, всовывались и вынимались. Эти места обработаны каким-то полировочным кремом, будь это либо Токанола, но я сейчас использую в последнее время вот крем Тока от Oka Factory. Тоже мне нравится, в принципе, да хоть КМЦ можете обработать, это уже ваше решение, ваши возможности. Ну и я обработал все кармашки, все это сделал и обнаружил одну ошибку, которую я допустил во время проектирования именно этого кошелька. Когда я его проектировал, я хотел, чтобы у меня кошелек вот так вот закрывался, и карман с монетницей был, естественно, на задней стороне. То есть передняя сторона должна была выглядеть вот так чистой, а на задней стороне должна была быть монетница. Но что-то пошло не так, а вернее, что пошло не так, это мой отсутствие опыта еще в проектировании таких изделий. Когда проектируешь изделие, получается, все вот эти вот элементы, они пробиваются, как бы проектируются так, чтобы вот эта вот лицевая поверхность кожи. И все отверстия, все проектируется так, чтобы оно пробивалось отсюда. Ну, я, естественно, так дело и спроектировал. Но когда ты пробиваешь отсюда и потом переворачиваешь, чтобы осталось все размеры так, как надо, и все вот эти части находились на своих местах, получается, что у меня элемент перевернулся, и я все эти, а эти внутренние элементы здесь на этом чертеже положены правильным образом. Получается, у меня вот эта монетница, вот эта часть, которая здесь вот отверстие, они должны были быть на этой стороне, чтобы я с лицевой стороны, пробив отверстие, они получатся уже вот здесь, на этой части. Тогда бы у меня эта сторона была главная лицевая, здесь ничего нету, а на этой стороне у меня бы была монетница. И карточки, когда открываются, они вот именно так. Почему я не могу повернуть? Тут тоже есть свои нюансы, потому что я рассчитывал, допустим, вот этот зажим таким образом, чтобы он встал в положенное место, и расстояние отсюда до сюда, когда закроется кошелек, хватило так, чтобы был запас порядка 2-3 мм на купюру в 200 евро. 200 евро тоже такая же купюра, как и технический паспорт, но она шириной 82 миллиметра. Поэтому уже не получается просто так перебросить, как бы вот так перевернуть каким-то образом. Так не получится, так не работает. Но ничего страшного, это просто опыт, это опять буду в следующий раз, когда буду что-то проектировать, буду давать внимание на такие вещи, такие нюансы. Но о них я просто не подумал, не знал, ну, все приходит с опытом. Поэтому следующий этап это сборка изделия. И да, обратите внимание, когда вы делаете внутреннюю часть бахторму, полируете, оставляете всегда какую-то часть там, где будете приклеивать, чтобы потом лишний раз здесь не шкрабать ножом там или чем-то, чтобы клей, который здесь будет находиться, он хорошо прилегал. Поэтому просто уже из опыта будете понимать, что вот здесь будет проклеено, поэтому здесь не надо, вернее, не надо здесь наносить полировочный крем. Вот таким образом это как-то вот так оно будет потом прошиваться. Еще один нюанс по выбору нитки. Бывает такое, что у вас несколько ниток, вы еще не понимаете, какую сделать лучше. Ну вот я просто, что самый простой вариант. Сделать одну нитку, сделать вторую нитку, прошить и посмотреть, как это будет выглядеть. Опять же, это дело вкуса, но мне вот больше понравился вот этот вариант. Эта нитка более тонкая, эта нитка более толстая, более вощеная. Но мне как бы вот этот вариант нравится больше. Попробовал, посмотрел, и я уже примерно буду понимать, как это будет выглядеть на готовом изделии. Потратьте лучше 5-10 минут, прошейте, посмотрите, ну, у вас не будет тогда уже проблем с нитками. Сейчас моя задача все это дело собрать, подклеить, прошить вот эти части, сделать два вот этих кармана, они как бы собираются отдельно. Потом
нужно будет вот этот кармашек для монетницы посадить на свое место. Вот этим сейчас мы и будем заниматься. Для склейки изделия я использую, в данном случае буду использовать клей Экостик 1816B. В данном случае, когда я наносил полировочный клей, я немножко не подумал, и теперь мне придется здесь немножко пошкрабать ножиком, чтобы клей хорошо схватился. Хотя, в принципе, в данном случае клей это вспомогательный элемент. Он такой несущей нагрузки практически не несет, да, я так думаю, в этом месте. Основная нагрузка это, конечно, на нитки, на том, что это будет сшито. После нанесения клея нужно дать полежать минут 10-8, и после этого можно будет эти два элемента склеивать. Я делаю два элемента для того, чтобы я понимаю, что я успею все нормально это сделать. Здесь ничего сложного нету. Приклеить иголочками совмещу, и потом дождусь, пока высохнет. Я начну прошивать уже эти изделия. Ну вот, 10 минут прошло. Теперь можно эти элементы изделия соединить, склеить. Смотрите, только внимательно, чтобы они сели на свои места. Ну, вот я иголки использую как направляющие. И здесь внимательно смотрим, чтобы они попали в дырочки в свои места. Так. В принципе, ничего сложного. Никакой хитрой науки в этом нету. Еще одна часть. Для ускорения обычно делаю так, что просто подготавливаю несколько элементов для проклейки. И потом уже склеиваю. Пока я ждал, чтобы подсох клей и соединить эти две детали, я тем временем просто прошил вот этот шов. Главное, не забывайте такие моменты, когда вот вы начинаете клеить, деталь нужно сначала склеить, потом прошить, потом, потому что следующая деталь уже закроет этот шов. Ну, у меня вот как раз было времени для ожидания, это буквально наш этот шов, хватит там пару минут, и потом его чуть-чуть вот так вот простучать молоточком, чтобы сделать более-менее плоским такой шов. И думаю, здесь уже он не будет мешать и карточкам. Все, теперь как бы клей подготовлен, прошло 10 минут. Вполне можно это изделие сейчас собирать, эти две детали, давать вместе. Чтобы клей равномерно распределился, немножко простучать место, где была склейка. Все. Вот у меня уже два
две стороны карманов готовы. Сейчас буду подготавливать нить и буду прошивать. Все-таки я решил еще обратить наше внимание на такие нюансы, которые не часто говорят на YouTube каналах. Когда вы скачиваете какой-либо паттерн из интернета и даже видите видео, когда мастер собирает свое изделие, не всегда из того видео будет понятно, каким образом оно собирается. Поэтому у меня к вам такой совет. Вы скачали паттерн, вырежьте из бумаги и попробуйте склеить это изделие. Потратьте на это полчаса, час времени, но поймите, что, зачем, в какой последовательности вы будете собирать. Это иногда бывает очень важно. В простых изделиях тут понятно, там на видео все будет ясно. Но даже вот это изделие, оно вроде бы простое, но уже есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. Например, вот этот кармашек. Да, я его склеил, а потом вопрос, когда я проектировал, я уже думал о том, как я его буду прошивать, потому что на этой стороне должен быть вот этот карман, значит, что этот карман делается первым, откладывается в сторону, а потом делается вот этот кармашек, вот эта монетница. И здесь швы сделаны таким образом, что этот вот нижний шов делается первым с каждой стороны. Потом я зажимаю изделие шерного пони и начинаю прошивать эту сторону. И тут же подхватываю низ и прошиваю низ. И опять выхожу на эту сторону. Тогда у меня получится вот здесь красивый шов, законченный. И это нужно понимать, что это не пришивается изделие, допустим, вот здесь, а потом нижний шов. А потом тогда у вас некрасиво получится вот это вот целый шов вокруг этого изделия. Поэтому подумайте, склейте, посмотрите, потратьте время, что зачем собирается, чтобы не сделать ошибку, чтобы, допустим, вот этот шов вы не забыли сделать, уже склеили, а потом вспомнили, ага, а я здесь забыл прошить. Ничего сложного нету, но просто чуть-чуть потратьте времени, и это поможет вам в будущем. В данном случае у меня уже практически все понятно. Я должен сейчас прошить вот этот шов и потом пришить вот это вот изделие, вот этот клапан. И даже если вы заметите, я сейчас не пробиваю отверстия. Я понимаю, что я их может быть проще было бы, они даже у меня отвечены на выкройке были, но я не знаю, как поведет себя кожа, когда я ее вот так вот загну. И где у меня получится вот эта ответная часть кнопки. Я отметил на коже, где по моим расчетам должна была быть сама кнопка находиться. Но я не уверен, что она будет здесь. Ее чуть-чуть, может быть, придется сдвинуть сюда, чтобы этот клапан как можно дальше зашел. Я не знаю, как получится. Это я увижу только когда я пришью и увижу, как он загибается. Нету опыта, не делал такие изделия, и поэтому приходится некоторые нюансы доделывать потом. Но нужно всегда знать, что вы сможете это сделать. Я, допустим, без проблем понимаю, что пришив сюда этот клапан, я ничего не потеряю. Я могу пробить отверстие здесь, я смогу пробить отверстие здесь и сделать эту кнопочку. Это никаких проблем у меня с этим не будет. Просто это было продумано заранее.
Ну вот пришло время поставить фурнитуру, кнопочку. Я буду первый раз ставить фурнитуру, которую вот я недавно купил в Японии от Хасихато. Говорят, в принципе, хорошая фурнитура. Вместе с фурнитурой я купил пробойники, обзор на которые я уже делал в видео, есть у меня на канале, и установочные два такого байка. Я разметил примерно расположение, где должна располагаться кнопочка. Решил поставить маленькую. У меня есть там еще побольше размер, но я вот здесь решил поставить маленькую кнопочку. И сейчас буду каким-то образом все это дело ставить. Еще такой нюанс. В кармашек, когда размечаешь, как он будет закрываться, нужно что-нибудь такое положить, чтобы имитировать, что будут там монетки. Потому что если он будет плоский, он сожмется, и, естественно, можно, по идее, поставить кнопку дальше. Но тогда не будет наполняться. Ну вот я как что-то там бумаги напихал, и думаю, у меня это получится. В принципе, сейчас надо будет пробойниками пробить и поставить фурнитуру. Ну, первый элемент поставлен. Теперь надо проделать то же самое с кнопкой. Здесь диаметр отверстия поменьше. Ну вот, в принципе, и все. Вот такая вот кнопочка. Ставится элементарно, работает замечательно. Так что можно сказать, что такую фурнитуру Хасихато можно брать. Сами видите, с первого раза все установилось. Замечательно, без вопросов. Ну вот, сборка изделия завершена. Но сейчас нужно убедиться, что все было сделано не зря, и все, что мне необходимо, может поместиться в этот кошелек зажим. Осталось установить еще зажим. Хорошо, в принципе, держится. Значит, начнем тогда с карточек. Я думаю, в каждую из ячеек без проблем может поместиться две карточки. Если это необходимо, то, думаю, да, не особых проблем в этом нету. Я вот специально делаю по две, чтобы было понятно, что туда это все входит. Так, с собой у меня технического паспорта нету, но он по размерам сюда абсолютно без проблем входит. Ну и можно
еще эти кармашки два использовать либо для каких-то бумаг, может быть даже купюры какие-то положить там, либо нужные какие-то важные вещи. И карточка тоже сюда без проблем войдет. И попробуем тогда еще монетницу заполнить. Вот такая вот какая-то количество монет. Это самые мелкие купюры чешские. Это не важно, они могут быть и другого номинала. И вполне сюда может влезть, я не знаю, если большими купюрами, монетками по 50 крон. Я думаю, без проблем там 10-20 евро войдет. Ну, видите, они спокойно вошли, без проблем. Да, без проблем входит и закрывается все. То есть монетничка там даже еще может быть больше будет. Так, и теперь зажим для купюр. Значит, я взял разные купюры. Чешские, европейские, американские. Чешские, есть еще 5000-я, она как размер техпаспорта 82 мм, поэтому она тоже сюда без проблем должна войти. Да, все. Чешский, любой номинал отлично входит, закрывается. Можно убрать, попробовать европейские. У меня самая большая, то что в доме нашлось, 100-евровая купюра. Тоже абсолютно без проблем. Можно чуть-чуть даже ниже сделать зажим. Что я думаю, 100 и 200 евро сюда войдут. Ну и американские, они все одного размера. То же самое, без проблем. Значит, как по мне, вот этот зажим, вот этот кошелек с зажимом абсолютно выполняет свою функцию и может мне в поездках заменить вот две вот эти вещи. То есть отсюда я возьму необходимые карточки, документы, права, технический паспорт, ID-карточку, страховку, права на дрон. И все дело здесь разместить. И плюс из кошелька все необходимые мне купюры какие-то для того, чтобы быть с собой, я могу сюда также поместить. Поэтому считаю, что этот зажим кошелек имеет место жить. И единственный вопрос, что я, наверное, разработаю на основании этого зажима, разработаю чуть-чуть поменьше. Вот опять же, хорошо, когда вот уже есть готовый экземпляр, можно понять, что без проблем, имея даже 2000-ю купюру, если ее расположить вот так, то есть зажим сделать ниже, то вполне, даже возьмем даже 100 евро, вот так вот, они в принципе почти одинаковые. Значит, я без проблем могу на сантиметр, практически на сантиметр уменьшить ширину кошелька. И вот эти вот две части, если использовать только для карточек, не нужно технический паспорт, тоже на сантиметра, наверное, 2 укоротить. То есть практически получится вот такой ширины, вот такой вот длины. То есть 2 сантиметра по длине можно укоротить и сантиметр по ширине. Вот для чего такое я изделие и делал, чтобы понять на основании этого изделия, на основании этого чертежа, что можно сделать в дальнейшем. Разработать кошельки, можно монетничку делать, можно не делать, можно здесь сделать кармашек для карточки, можно и здесь кармашек для карточки сделать, можно и здесь поменять, убрать карточки, если это нужно, переместить, допустим, монетничку, положить ее сюда. Ну, наверное, это неудобно, потому что это зажим. То есть комбинировать вот эти все кармашки без проблем можно. Поэтому новичкам мой совет: садитесь, делайте, пробуйте, клейте из бумаги шаблоны, и вот тогда у вас все это получится. У меня получилось, значит получится и у вас. У меня к вам большая просьба: если вам понравилось видео, оно может быть получилось длинное, но я постарался объяснить своими словами, как мог, все нюансы, тонкости, которые не всегда объясняют мастера, потому что у них, ну, скорее всего, просто нету времени на это, им нужно делать продукцию, а для меня это все хобби, поэтому я просто стараюсь объяснять таким же, как и я, новичкам, как это удобнее делать, какие-то нюансы подсказываю, до чего дошел сам. И надеюсь, что мои советы будут вам полезны. Поэтому, если действительно что-то было вам полезно и интересно смотреть видео, просьба прожать лайк. Но если не понравилось, то прожмите дизлайк.
Подписывайтесь на канал. Очень рад новым подписчикам. Для меня это действительно радость. Я понимаю, что значит, что-то я делаю не зря. И всем желаю, главное, здоровья, удачи, хороших вам выходных отпусков, летнее время. Ну и главное, всем нам мира. Всего доброго, до свидания.